Мы живем в Порту и иногда по выходным отправляемся в Испанию. Зачем, почему, что мы там делаем и что сколько стоит, сегодня расскажем и покажем. Еще один момент. Документы. Нужно не забыть взять с собой паспорт, резиденцию, карточку европейской страховки. В нашем случае самое главное – это в субботу встать пораньше, собраться с силами и оторвать себя от важных субботних дел. Дело в том, что с Испанией разница 1 час. У нас 10 утра, у них уже 11. И это не потому, что так ближе к природному световому дню, а потому что Испания в период Второй мировой войны перешла на время, которое было в Германии. Так с тех пор и остается. Еще один важный момент. Испанцы практикуют сиесту. У нас на севере Португалии никакой сиесты нет и в помине, а в Испании 3 часа прямо в разгар дня, народ отдыхает и почти все закрыто. И еще. В Испании, в отличие от Португалии, воскресенье выходной и открыты лишь редкие кафешки, все остальное, включая супермаркеты, закрыто. Вот именно поэтому для нас так важно выехать пораньше и именно в субботу. Наше первое место назначения сегодня – это Туй, ближайший к нам испанский город. От порта до Туя чуть больше часа езды на машине. 120 километров пролетают незаметно. Мы обычно едем по А3, проехали Прагу, и вот уже Испания, считай, вон за той горой. Сегодня в Туи нам нужно только заправиться. Для сравнения, бензин в Испании стоит евро 40, а у нас евро 75. Едем дальше. Город Вигу. Это еще полчаса. В Вигу мы уже бывали раньше. Сегодня нам нужно купить 1 штуку, поэтому мы паркуемся. В субботу бесплатно. В Вигу мы не задерживаемся. Нам нужно зайти в один магазинчик. Выезжаем из Виго, держим путь на Понтеведре, Сантьяго и Ла Корунья. Пересекаем живописный мост. И впереди почти 1,5 часа пути. Наконец въезжаем в город. Наша первая точка назначения – это Геркулесовая башня. Паркуемся. Парковка бесплатная и свободные места есть, несмотря на субботний день. В башню можно попасть с экскурсией, но у нас нет времени, мы просто хотим посмотреть, что вокруг. Тут мы понимаем, что дует ветер. Нет, не так. Ветер. Ветрище, который вырывает телефон из рук. Он будет преследовать нас всю поездку. Он как будто бы есть, и все. Это часть пейзажа и местной жизни. Башня Геркулеса – это единственный римский маяк в мире, который до сих пор служит по своему назначению, как говорит Википедия. Эта башня была построена во II веке архитектором Гайо Севио Лупо, между прочим, уроженцем Именио, это современная Коимбра в Португалии. Конечно, с тех пор башню реставрировали неоднократно. С башней и местом связано много легенд. Здесь действительно что-то такое есть. Меня не удивляет, что в древности месту приписывали особые свойства и проводили обряды. Не знаю, как вы, я такие места чувствую на уровне метафизической энергии. Не могу объяснить, это просто вот есть и все. Прямо над океаном находим кельтскую розу ветров. Она появилась в наши дни, но вы только посмотрите, какие символы на ней представлены. По сути, это огромный компас прямо у подножия башни. Детали, сложенные в виде мозаики, изготовленные из гранита, сланца и глазурованной керамики, то есть плитки, представляют кельтские народы. Гребешок – Галисия, череп – Фарсис, это что-то из мифологии, клевер – Ирландия, чертополох, мой любимый, Шотландия, трискелион – остров Мэн, дракон – Уэльс, чаша – Корнуолл, горностай – Британь. Очень красиво и интересно, но нам нужно двигаться дальше. Мы держим путь на исторический центр города. Как обычно, в больших городах Испании и Португалии мы находим подземную парковку прямо в центре города и спокойно отправляемся на поиски главной площади города, которая называется Мария Пита. Не знаю, как вы, а я обычно в новом городе, который мне нравится, начинаю все снимать и фотографировать без остановки. Ой, смотрите, какие фасады!
Ой, красный автобус. Какое стильное кафе. Бары и знаменитый испанский тапос. Причем я ведь знаю, что это просто хлеб и хамон. Ну как не попробовать эту еду в такой атмосфере? Корабли. Как жаль, что у нас мало времени. Мы просто гуляем. Потом заблудились, потом заходим в бар. Кстати, на входе у них висят хамоновые ноги, но официантка говорит, что тапосы с хамоном закончились. Ну ладно, несите, что есть. А вино, конечно, албариньо, которое вообще-то у нас в Португалии тоже есть. Албариньо – это один из самых ценных сортов винограда в регионе Винью-Верде. Обязательно вам расскажу отдельно про этот регион и что за зеленое вино такое. Мы бы с большим удовольствием остались до ужина, но у нас еще есть план. Пытаемся найти обратную дорогу. Без навигатора в этих улочках легко заблудиться, чему я тайно радуюсь. Осталось еще одно дело. Хочу купить местного хлеба. Жалко, что нельзя взять хлеб про запас на целый месяц. Следующая точка назначения – аутлет. Я все еще не теряю надежды найти поблизости аутлеты, подобные итальянским. Но, похоже, итальянские аутлеты есть только в Италии. Что логично, но совершенно несправедливо, согласитесь. Аутлет Ла Корунья напомнил мне наш, родной, неподалеку от Порту, который называется Вилла ду Конде Порту Фэшн Аутлет. Мы ничего не купили, лишь зашли в Меркадонну. Продавец хотел предложить нам перейти на английский, но мы ответили, что говорим по-португальски, и он тут же перешел на галисийский. А для нашего уха это чистый португальский, потому что в испанском мы не все понимаем, конечно же. Когда выезжаем с территории аутлета, я как штурман указываю вон те дома. Немного поплутав, мы оказываемся в невероятно красивом поселке. Платановые аллеи, гортензии, аккуратные домики. И все это на фоне гор. Потрясающе. Я просто влюбилась в это место. Но нам нужно ехать домой. Границы с Португалией заправляемся, заскакиваем в супермаркет, который называется, вообще это Гадис, но мы на португальский манер называем его Гадиш. Нам нужны оливки, хамон, сыр, сисечка. Да, сисечка, потому что он реально в форме сисечки. Как фужеры для шампанского у французов повторяют форму груди. А чьей, кстати, груди? Мадам де Помпадур или Мария Антуанетта? Не знаю. Ну, а испанцы делают в форме женской груди. Почему, зачем и как давно никто не знает. Но сыр потрясающе вкусный. Один из моих любимых. Кстати, другой мой любимый сыр – голова монаха из Швейцарии. Да, похоже, мы любители сыра, те еще не текстеры. Ну все, теперь уже точно домой. Во что обошлась поездка? В
своем блоге я написала, что Ла-Корунья — это город, где хочется спрятаться в доме за одним из белых ажурных фасадов с хрустальными балконами и слушать, как шумит ветер, ловить гудки огромных лайнеров или гул, который доносится от многочисленных баров со средневековым вайбом. Если вам когда-нибудь понадобится сбежать от рутины и привычной суеты, укрыться от всех, затеряться в толпе, где на вас никто не обращает ровным счетом никакого внимания, и написать, допустим, книгу, а еще лучше детектив, то Ла-Корунья — это то самое место, где кажется, что именно этим и нужно заниматься, и ничем другим.